Стою в парнике, балдею. На улице ветер, все сшибает вообще, все улетает, двери хлопают. У парника прямо не держится даже на этом крючке волшебном дверь. Господи, чуть не вырвала ее сейчас, какой порыв был ветра. А я стою такая в парнике, и мне пофигу. Как же я это люблю. Дождь, снег, ветер. А ты стоишь себе, балдеешь под крышей. Так, что я хотела сказать. Нарвала я травы. Сколько смогла. Будете смеяться, но на самом деле это очень тяжело вручную резать траву. На моем молодом газоне я вот такую классную травку нарезала. Но мне хватило для перцев только лишь. Вот уже вечереет, солнце уже скоро спрячется. Смотрите, как вот ветер дует по помидорам тут мне, потому что двери открыты, проветриваю. Вот, хотела их полить, потому что уеду же на неделю еще. Две вон те первых полила, потому что в лейке была теплая вода. Потом пошла, набрала еще 2 леечки, а вода ледяная просто. Придется идти чайник кипятить, чтобы разбавить воду, потому что я хотела полить с фитоспорином. Развела в бутылку фитоспорин, концентрат. Вот, и потихонечку сейчас добавляю в лейки. Такая у меня бутылка. Ну, я уже добавила пару раз, она не полная. Фитоспорин М. Тут у меня в банке пакет. Супер, который. Не порошок, а паста. Вот, хочу всех пролить фитоспорином, чтобы было мне спокойнее на душе. Вот, ну все хочу полить, все. Травы, конечно, мало. Прям переживаю. Хотела все замульчировать. Еще потом куплю опилок. Мы со Светой. Света мне обещала помочь. Ну, не то, что помочь. Она будет брать и мне возьмет тоже. Вместе будем брать. Вот. Мешками там где-то кто-то у нее возит. Знакомый, что ли, не знаю. Или в нашем садоводстве. Вот, и потом, значит, на вот эту мульчу, которая уже должна будет к этому времени подсохнуть, солома, буду класть сверху опилки. Потому что опилки свежие, как бы, чтобы не закислять, ну, чтобы они подсохли, как бы будут лежать на траве таким бутербродом. Вот. Ну и потом они как бы в зиму уже уйдут преть и перерабатываться в грядке. Особенно, я думаю, вот эти грядки в этом нуждаются, потому что эта земля мне все-таки не очень понравилась. Хотя лук и укроп взошли прекрасно, растут, ничего не могу пока сказать плохого. Но почему-то не очень понравилась перцем эта земля. Вот. Ну, либо грешу, что была она все-таки очень мокрая. Сейчас я как бы с этим справилась. Посмотрим, как огурцы отреагируют. Но это я уже в любом случае и вы увидим только через неделю. Еще поправила свою вот эту вот покрывашечку. Ну, эту не поправила, это прищепок не хватило. Сейчас надо прищепок еще поискать. Пришпандорила на прищепки от белья. Потому что иначе просто улетает вообще. Улетает и накрывает мои перцы. Вот там выскакивает она. То есть мне пришлось прищепками снизу, там камнями еще. Ну, там один камень положила. Сейчас еще надо пару камней положить, чтобы точно наверняка уже не улетала. Вот. Солнышко садится, и уже, смотрите, с той стороны на помидорах нет солнца.
достается только этому краю. И то не всем. В конце вот они без солнца, только серединка. Лейки уже не нагреются. Надо было мне утром все налить. Но мне бы все равно не хватило воды, конечно. Потому что хочу хорошо пролить. Что-то как-то, мне кажется, они какие-то грустные. Хотят, мне кажется, пить. Уже, грубо говоря, 2 недели без полива. Ну, естественно, когда я снимаю видео, кто-то звонит. Пока я разговаривала по телефону, представляете, на меня накинулся шершень. Кто-нибудь знает, что это такое? Это кошмар просто. Он сантиметров 5, наверное. Огромный. Жужжит это что-то. Я бегала по участку и кричала. А он за мной. Представляете? Хорошо, у меня есть мухобойка. И я его убила. С первого раза. Представляете? Он вот так на меня летит, прямо мне в лоб. А я как махану ей. И все. И пополам его прямо разрубила. Вот просто повезло. Он, наверное, хотел меня сожрать. Кошмар. Страшно так. Они же кусаются. Ой. В общем, вот так вот. Сплошные стрессы. Солнышко уже почти село. Я, знаете, что хочу сделать? Отрезать гиацинт вот этот, который валяется. Мне его жалко. У меня такие ножницы есть красивые. Опа! Это тот, который я думала, что он желтый. И Света такая мне говорит: ну ты же желтых 2 купила. Света, он белый. Где я желтых 2 купила? Я вот не помню, что я желтый покупала. Что, он стал белым, что ли, после того, как был желтый? Я не знаю. На самом деле я не помню. Света говорит, что я 2 желтых покупала. Ой, на свет посмотрим. Непонятно. Но поначалу прям желтым казался. Жалею до сих пор, что не купила тогда. Помните, один раз я ездила, куда я ездила? В Леруа. На Выборгском шоссе, что ли? Где-то там. По-моему, со Светой ездили. И там были желтые, уже распущенные. Вот тот был желтый. Он был вот такой желтый, как тюльпанчики мои. Яркий такой. Вот надо было брать. А это разве желтый? Так, понюхаю сейчас. О, это рай. Очень вкусно пахнет. Скоро сирень распустится, но я думаю, что уже к выходным-то точно. Это обычная сирень у меня здесь, но у меня есть еще белая и такая, знаете, темная. Сейчас я вам покажу. Спирея, кстати, пересаженная в прошлом году, цветет очень хило. Какая-то она вся у меня, ну, не знаю, ветки сухие. Наверное, нужно выстричь эти ветки. Кто специалист, посоветуйте. Вот там вот это у нее вот такие вот эти ветки. Это уже мертвые, да, наверное. Нужно все выстригать. Или ее просто кардинально подстричь. Мне было жалко, потому что, ну, она очень шикарно цвела на старом месте. У нее тут этот, как он называется, видите, у меня некоторые деревья старые болели. Ну, мы уже их срубили. Вот видите, на коре у нее, как он называется-то этот, господи, мох какой-то, лишайник или что-то такое. Вот.
Вот этого, наверное, уже не избавишься. Надо, может, опрыскать ее чем-то. Она уже такая не молодая. Конечно, может быть, нужна кардинальная обрезка. Ну вот, темная сирень. Птичка. Сейчас я вам покажу поближе. Ну, видно, да, что она темная такая. Очень красивая. А за ней вон там белая. Там вот. Что, взяла ведро. Пойду сейчас одуванчики пособираю. Обрезать их нет смысла. В прошлом году я обрезала. И по дурости еще в компостную кучу бросала. Что ж мне все звонят-то сегодня? Были одуванчики и нет одуванчиков. Так вот, закончу свою мысль. В компостную кучу. Ну, думаю, что они только цветут или бутоны. И отрывала, ну, вместе с листьями, разумеется, с розетками там выкорчевывала. Ну, с цветами. Главное тут, о чем я хочу сказать, с цветами. Бросала там. И что вы думаете? Они там, одуванчики, доходили до кондиции. То есть из желтого они превращались в этот пух, в семена. И вся компостная куча была у меня в этих семенах. Представляете? Вот я честно не знала, что они там дозревают. По-любому. Даже оторванные. Представляете? Вот сейчас я вот их отдельно, а потом я их не знаю, что я буду делать. Выброшу куда-нибудь. Можно закопать, наверное. Если закопаю, наверное, они сгниют, я надеюсь. А может и нет. Это такие волшебные цветы. Прошлась тут. Мимоходом улиток давлю, хожу. Потому что это уже кошмар просто. Я, конечно, отрываю там, где вижу, но когда я приеду через неделю, здесь будет опять такое же поле одуванчиков. Это, конечно, мартышкин труд, что и говорить. Ну, может быть, чуть поменьше все-таки будет. Уж такие явные цветочки я отрываю. Особенно бутоны. Но опять же, если увижу, они такие маленькие. Так что вот так весело я провожу время. Смотрите, наши соседи купили какую гору земли. Вывалили ее на дорогу, представляете? Теперь мучаются. А главное, там не пройти. Сколько он так будет копать в одиночестве? Это я в щелку смотрю в заборе. Подглядываю. Вот это, видите, вот эти вот неровности, такие волны. Это я так траву стригла ножницами. Сейчас мой муж приедет и скажет, что ты сделала с травой. Вот прям чую, прям вот так и скажет. Туда я уже дальше, видите, видно, да, что там длинная. А здесь вот так вот, ну, неровно, потому что, да, ровно невозможно ее подстричь ножницами. Причем она там разной длины сама, как можно видеть. Ну, хотелось бы там дальше тоже подстричь. Но я не хочу ходить по этой. Вот здесь он наступила, он примяла. Два моих таких следа, раз и два. Вот. Ну вот по этой тропиночке тоже так чуть прошлась. Немножко тут. Здесь чуть-чуть. Так вот красиво подстригла. Как солнышко красиво на сливу на мою, да? Слива такая желтая-желтая, кажется.
Что это у меня с пионом такое? Думаю, что это у него такие листья мелкие? А это они закручены, представляете? Кто-то напал на него. Но я никого не вижу. Блин. Ну, понятно. Цвести не будет в этом году. Сколько нарциссов у меня там на канаве. Эта канава тут между участками проходит. Вся, конечно, в сныте. Соседский участок весь в сныте. И к нам она, естественно, тоже переползает. Будем косить скоро. И наши соседней. Огромное количество мошек летает сейчас. Не знаю, видно вам или нет. Специально встала на солнышко. И, кстати, какое красивое солнце. Посмотрите, какой закат. Не знаю, видно вам мошек или нет. Засилье просто. Одни мошки, воздуха не видно. Вечереет, однако. А мы уже собираемся домой. Всем спасибо за внимание. Всем пока.